Когда они впервые заметили татуировку, никто не придал ей значения. Небольшой символ на запястье казался нелепой деталью. Странный рисунок у обычного военнослужащего тылового подразделения. Слишком уж неуместно он смотрелся среди формы, отчетов и складских ведомостей. Военная база Форт Ашвуд, затерянная среди выжженной равнины далекого региона Аль-Нар, жила привычным ритмом. Пыль, жара, бронемашины, строевая подготовка. Среди всего этого почти незаметно передвигалась женщина в аккуратно застегнутой форме. Рядовая Клара Вейн, 29 лет, служба обеспечения. Без оружия, без громких разговоров, без амбиций. Солдаты посмеивались. С бабочкой на руке. «Смешно», — бросал кто-то. Клара не реагировала. Она давно привыкла быть невидимой. До того момента, пока на базу не прибыл закрытый конвой. Из машин вышли люди, чье присутствие ощущалось физически. Молчаливые, опытные, с тяжелым взглядом. Подразделение специального назначения. Когда они подошли за снаряжением, один из них усмехнулся, бросив взгляд на татуировку. Но затем в помещение вошел их командир. Он остановился. Посмотрел не на женщину, на ее запястье. В комнате стало тихо. Командир выпрямился и отдал честь первым. Клара замерла лишь на секунду, затем ответила тем же. «Разрешите вопрос», — тихо произнес он. «Вы были на операции «Эхо-Север». Эти слова изменили все. Смех исчез. Люди, еще минуту назад позволявшие себе шутки, теперь стояли неподвижно. Татуировка оказалась не украшением, а знаком, закрытым кодом операции, о которой официально не существовало сведений. Миссии, завершившейся катастрофой несколько лет назад. Всех участников считали погибшими, кроме нее. На следующее утро насмешки переросли в откровенное давление. Фото татуировки появилось в столовой с насмешливой подписью. Старшие офицеры позволили себе уничижительные комментарии. Клара молчала до последнего. А затем спокойно встала и направилась в оперативный отдел. Полковник Рейд Хоук, увидев документы, которые она положила на стол, побледнел. Засекреченные приказы, подписи, коды допуска, которых не должно было существовать. И символ на коже, подтверждение. Полковник вышел из-за стола и отдал честь. Рядовому. Новость разлетелась по базе мгновенно. Смех сменился шепотом. Те, кто издевался, теперь избегали взгляда. Клара вернулась к службе, как ни в чем не бывало. Та же форма, та же сдержанность. Но теперь все понимали. Она не была обычным солдатом. Она была тем, о ком не говорят вслух. Тем, кто выжил там, где выжить было невозможно. И тишина, оставшаяся после нее, говорила громче любых слов.